Привет, меня зовут Аня, я живу в России, и мне часто бывает очень грустно и больно от того, что происходит в нашей стране. Декриминализация домашнего насилия. Вокруг городов растут свалки. К отделению почты приделали пандус, но люди с инвалидностью все еще не могут преодолеть лестницу на первом этаже их дома. Женщины в России все еще не защищены от сексуальных домогательств, и, как мы видим, в Госдуме сидят ужасные люди. А еще некоторые мои знакомые выкидывают опасные отходы в мусорку, а потом это едет на свалку и там отравляет окружающую среду. В России огромное количество проблем больших и помельче, и чудовищное количество людей, которые нуждаются в помощи. Совершенно точно правительство нашей страны не озабочено ситуацией с отходами. Даже под давлением СМИ после всех этих скандалов с отравлением детей они принимают самое тупое и ленивое решение – постройка мусоросжигающего завода, на котором весь пластик и все батарейки будут гореть, выделяя огромное количество токсичных веществ в атмосферу, которые будут отравлять людей и провоцировать тяжелые заболевания. Очевидно, что в этой ситуации спасение утопающих – дело самих утопающих. Вот как можно, если не помочь, то сократить вред. Откажитесь от пакетов в следующий раз, когда вы пойдете в супермаркет. Приклейте ценник прямо к своим бананам или винограду, или что вы там еще покупаете. Для продуктов, которые обязательно нужно положить в мешочек, можно использовать маленькие бумажные пакеты или крошечные авоськи. Попросите бумажный пакет на кассе. Такие есть в Перекрестке, и недавно мне такой дали в видео. Или можно положить продукты к себе в рюкзак. Не покупайте одежды больше, чем будете носить на самом деле. Если у вас есть лишняя одежда, то ее можно продать, отдать на благотворительность, отдать в секонд-хенд, можно отдать на переработку в конце концов. Одежду на переработку принимают, например, H&M и Монки. И старайтесь покупать вещи из натуральных материалов. Во-первых, это хорошо для вашего тела, а во-вторых, у хлопковой футболки больше шансов разложиться, чем у синтетической. По-моему, в каждом городе в отделении МЧС принимают батарейки и лампочки. Я живу в маленьком городе, но у нас много где принимают батарейки и старую технику. Все места можно почекать на карте переработки. Хорошо бы еще сдавать пластик и относить туда хотя бы бутылки от своей воды и газировки. Это совсем не сложно. Даже в нашем городе недавно стали появляться пункты приема стекла и макулатуры. Хотя бы ради эксперимента попробуйте один раз в неделю не есть продукты животного происхождения. Откажитесь от шуб или говядины. Коровы умнее и крупнее кошек, и не менее красивые, но почему-то съесть бургер для нас норма, а освежевать и запечь свою кошку с картошкой для нас дикость. Не используйте косметические средства, которые тестируются на животных. Это просто жестоко. Не ходите сами и не водите своих детей в зоопарки, и тем более контактные. Это тоже жестокая практика. Пожалуйста, не покупайте домашних животных. Нет кошек и собак ласковее, чем те, которых вы заберете с улицы или из приюта. Так вы сделаете вклад в то, чтобы меньше котят и щенят умирало от голода на улицах и обретете себе лучшего друга или подружку. Поддерживайте зоозащитные центры и приюты. Почти в каждом городе есть такой, и они ужасно нуждаются в средствах на то, чтобы кормить животных и лечить их. Будьте внимательны и вежливы к людям, которые вас окружают. Помогайте им. Если у вас есть возможность привлечь как можно больше людей к общественно полезным делам, то делайте это. Разговаривайте со своими друзьями и родственниками. Помните, что у людей вокруг вас есть проблемы, о которых вы даже не подозреваете. У моей мамы инвалидность по слуху, она ходит со слуховым аппаратом, и она часто просит повторить ей что-то на кассе или в поликлинике в регистратуре. И надо видеть, как люди за стеклом повторяют ей то же самое, так же тихо и неразборчиво, только с таким лицом, как будто они только что кое-что пожевали. Мне в этот момент даже стоять рядом больно. Я не могу представить, что чувствует мама. Да, мы не можем представить, с чем сталкиваются люди, но мы можем им помочь. Конечно, один человек не может значительно улучшить условия жизни человека, который в этом нуждается. Но если нас будет много, то это сработает. Хватит ждать, что проблемы будут решаться самостоятельно. Давайте активно помогать и участвовать в их решении. Жертвуйте деньги на благотворительность. Самый простой способ – это делать переводы в фонд «Нужна помощь». Этот фонд занимается развитием благотворительности в России, созданием новых фондов и помогает работать организациям, которые уже существуют. Оформите ежемесячное пожертвование, например, 30, 50 или 100 рублей. Через фонд «Нужна помощь» можно пожертвовать деньги десяткам организаций. Например, на создание специальных школ и горячих линий. И чтобы помочь сиротам, больным раком, животным, людям с инвалидностью или женщинам в трудной ситуации.
Подключить ежемесячный платеж очень быстро, безопасно и не займет много времени, а фонд, в свою очередь, будет каждый месяц перед вами отчитываться, на что пошли ваши деньги, чтобы вы не сомневались в прозрачности. Нам нужно сделать благотворительность не чем-то редким и исключительным, а повсеместной практикой. Не стесняйтесь рассказывать своим знакомым и близким о том, что вы делаете хорошее дело. Аня Сахарова придумала классный хэштег «Я немного помогаю», с помощью которого в социальных сетях можно рассказать о том, сколько и кому вы жертвуете, тем самым привлечь как можно больше людей к благотворительности. Если у вас есть какие-то несложные идеи о том, как можно улучшить жизнь и как сократить количество наносимого вреда, то делитесь этим, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, что всем будет очень полезно. Огромное спасибо людям, которые поддерживают меня на Патреоне. Благодаря этим людям ролики выходят чаще. Спасибо, что вы досмотрели это видео, и до свидос.